Привет! Сегодня у нас в руках новинка от Lego. Адвент-календарь по серии Disney. И это не просто первый Disney календарь. Это полноценная настольная игра с фигурками и постройками из любимых мультиков. На коробке уже видны некрытые персонажи, как это часто бывает в новых наборах, а также яркий спиннер с надписью под ним «Крути и играй», который понадобится нам позже. Вы точно будете удивлены, открыв для себя что-то новое в этом обзоре. Как всегда, не забудь поставить лайк, а мы начинаем! Диснеевский замок выглядит очень атмосферно в рождественском стиле, а снизу фон с цветными плитками. Но это не просто фон, а настоящее поле для игры. Старт, трасса и финиш. Давайте начнем с первого окошка. Моана. Это первый раз, когда она появляется в таком мини-формате. Для сравнения, давайте возьмем стандартную мини-фигурку Lego и посмотрим, насколько мини-куклы отличаются. Поставим ее ближе к пляжу. И да, в комплекте с каждой фигуркой идет игровая фишка. Во втором окошке мы находим небольшую постройку острова. Мини-пальма выглядит прикольно. Рядом сердце Тафити, а также мороженое. Ну или ракушка. Как вы думаете, что это? Третье окошко приносит нам Ариэль. Она представлена в своем классическом образе, с ярко-рыжими волосами и в узнаваемом зелено-бирюзовом наряде, напоминающем ее морской хвост. Четвертое окошко – дворец Ариэль. Постройка довольно простая, но симпатичная. В пятом окошке нам попался спиннер. Это элемент нашей игры, к которому мы вернемся позже. В шестом окошке прячется фигурка Пуа с рождественским подарком. Этот симпатичный поросенок присоединится к Моане во второй части мультфильма. У него интересный головной убор цилиндричной формы. В седьмом окошке нас ждет плод Моаны. Маленький, но очень милый плод с украшениями на мачте. Восьмое окошко – бюст принца Эрика и предметы из русалочки, которые сложены в деревянном ящике. Это розовый аметист и вилка. В девятом окошке мы находим мини-куклу Эльзы из мультфильма «Холодное сердце». Она представлена в своем классическом ледяном образе с длинными светлыми волосами и элегантном платье голубого оттенка. Десятое окошко приносит нам ледяные качели вместе со снеговиком, которого зовут Олаф. Олаф – это персонаж, который был оживлен с помощью магии Эльзы и стал ее верным другом. Одиннадцатое окошко – ледяной дворец Эльзы. Мне нравится, как переливаются отдельные элементы, добавляя замку зимнего волшебства. Двенадцатое окошко, и в нем мы обнаруживаем миниатюрного олененка Свена, который проработан довольно детально для своих размеров. 13-е окошко – санки с хоккейными клюшками. Видимо, это именно те сани, которые возил Свен в мультике. Из 14-го окошка нам попался камин с зеленой лягушкой, чашкой и печенькой. Этот камин из мультфильма «Принцесса и лягушка». Лягушка – это принц Навин, которого злой колдун превратил в лягушку. Под номером 15 мини-кукла Тианы. Принцесса Тиана – главная героиня мультфильма «Принцесса и лягушка». Именно ее доброта и вера в любовь помогают Навину вернуться в человеческий облик. Шестнадцатое окошко – дворец Тианы. Это не только красивый элемент набора, но и важная часть нашей будущей игры. Окошко под номером 17, и в нем мы видим рождественскую елку, которая выглядит очень просто, особенно по сравнению с другими адвент-календарями.
следующем окошке волшебный дом из мультика Encanto. Это не просто здание, а полноценный живой персонаж из мультика, который я не смотрела, но трейлер к нему выглядит очень здорово. Лично я обязательно посмотрю этот мультик. 19-е окошко – свеча из Encanto с рождественским венком. В мультфильме это волшебная свеча, которая защищает семью и наделяет каждого члена особыми силами. В 20-м окошке мы находим главную героиню Мирабель из мультфильма Encanto. Она имеет пышную прическу и носит яркое красочное платье. Из 21, 2, 3, 4 окошка мы получаем части для сборки диснеевского замка. Это красивая и довольно объемная модель для стандартного адвент-календаря. На часах у нас без 7 минут 12, а значит скоро кто-то превратится в тыкву. Ладно, шучу. Значит, самое время перейти к самому интересному. Итак, я думаю, самые внимательные уже обратили внимание на то, что у спиннера есть 4 цвета – зеленый, розовый, голубой и желтый. Эти же цвета у нас находятся и на игровом поле. Также у нас в наличии целых 5 персонажей. В зависимости от количества игроков мы выставляем персонажей на поле к стартовой линии и запускаем наш спиннер. Выпал голубой цвет. Отлично! Перемещаем фигурку на голубую плитку. Далее вспоминаем про наши постройки, например, замок Эльзы. Эта постройка выступит у нас в качестве интерактивного элемента игры. У нее есть способность замораживать игрока, если он попадет на плитку с этим замком. И тогда игрок пропустит ход. Следующий у нас замок Ариэль. Это подводный замок с голубым плейтом. Хорошо, поставим его на голубую плитку, чтобы не запутаться. Замок Ариэль подводный, поэтому у игрока есть возможность проплыть под водой часть трассы и оказаться сразу на желтой плитке. Пусть это будет пляж. Наш симпатичный снеговик с качелью тоже имеет голубой плейт снизу. Поставим его прямо перед замком, и при попадании на эту клетку игрока будет катапультировать прямо к нашему Олафу. Почему бы и нет? У нас осталось еще несколько построек, события к которому вы можете придумать сами и написать об этом в комментариях. Ну а победит тот, кто первый пройдет всю трассу и займет главный замок. Подведем итоги. Во-первых, это адвент-календарь с множеством построек и фигурками. Во-вторых, это настольная игра для всей семьи. Ну а в-третьих, благодаря этому набору, я думаю, каждый из нас открыл для себя что-то новое. Лично я узнала про мультик Encanto, а вы? Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить будущие обзоры и свежие новости из мира Лего. А на этом все. Всем пока!